Что если одна подводная лодка способна перевернуть весь баланс сил в мировом океане? Американцы спустили на воду машину, которая может находиться под водой месяцами без всплытия, несет на борту ракеты, способные уничтожить целый континент, и при этом абсолютно бесшумно, ее невозможно обнаружить даже самыми современными гидролокаторами. Но самое шокирующее не это. Внутри корпуса этой субмарины скрывается технология, о которой военные эксперты даже не мечтали еще 5 лет назад. То, что построили американцы, заставит пересмотреть все учебники по морской войне. Речь идет не о ядерных ракетоносцах класса Огайо и даже не о новейших Вирджиниях. 27 апреля 2023 года китайский эсминец типа Рэнхай патрулировал воды Южно-Китайского моря в 100 милях от острова Хайнань. Корабль развернул все гидроакустические системы и включил активный поиск. Капитан получил приказ отследить американскую подлодку, которая, по данным спутниковой разведки, находилась в этом районе 3 дня назад. 6 часов непрерывного сканирования не дали результата. Ничего, полная тишина. Через 2 суток та же субмарина всплыла у берегов Японии, там за 2000 километров от точки поиска. Китайцы не зафиксировали даже намека на ее присутствие. Не услышали ни звука двигателей, ни шума винтов, ни характерного гула реактора. Американская лодка прошла мимо как призрак. Это была подлодка класса «Колумбия», первая из нового поколения стратегических ракетоносцев США. Ее киль заложили в июне 2021 на верфи Electric Boat в Коннектикуте. Проект обошелся в $128 миллиардов только на первые 4 единицы. Для сравнения, весь оборонный бюджет Великобритании за год составляет 68 миллиардов. Длина корпуса – 171 метр. Водоизмещение 20 800 тонн в подводном положении. Экипаж – 155 человек. На бумаге цифры не впечатляют. Советские акулы были крупнее, но дело не в размерах. Реакторная установка Колумбии не требует перезарядки в течение 42 лет. Это весь срок службы лодки. Субмарина получает топливо 1 раз при строительстве. Больше никогда не заходит в док для замены активной зоны. Экономия времени, денег и, главное, полная автономность. Лодка может патрулировать океаны десятилетиями, всплывая только для смены экипажа и пополнения запасов продовольствия. Но революция не в реакторе. Инженеры разработали принципиально новую систему движения. Водометные движители Х-образной конфигурации вместо традиционных винтов. Вода засасывается через решетки в носовой части, проходит через систему каналов внутри корпуса и выбрасывается сзади 4 соплами. Никаких вращающихся лопастей, никакой кавитации. Уровень шума 95 дБ на скорости 20 узлов. Это тише, чем шум океанского прибоя. Современные гидролокаторы просто не могут вычленить такой сигнал из фонового шума моря. Испытания новой силовой установки проводили в специальном бассейне на военно-морской базе Кингс-Бэй в Джорджии. Бассейн длиной 300 метров и глубиной 50 – точная копия реальных океанских условий. Инженеры погрузили прототип двигателя на глубину 30 метров и запустили на полную мощность. Гидрофоны расставили по периметру через каждые 10 метров. Результаты шокировали даже разработчиков. На максимальной скорости двигатель издавал меньше шума, чем стая дельфинов. Акустическая сигнатура оказалась в 17 раз ниже, чем у лучших образцов предыдущего поколения. Русские ясени, которые считались эталоном бесшумности, ревут как товарные поезда по сравнению с Колумбией. Секрет кроется в магнитогидродинамической системе. Вместо механических насосов вода разгоняется электромагнитным полем. Никаких движущихся частей, никакого трения, никакой вибрации. Ток пропускают через морскую воду между мощными магнитами, создавая направленный поток. Физика чистой воды, сила Лоренца толкает жидкость, как поршень. Технологию разработала корпорация General Atomics совместно с Массачусетским технологическим институтом. Первые эксперименты начались еще в 2015, но тогда система пожирала слишком много энергии. Прорыв случился в 2019, когда физики создали сверхпроводящие магниты нового типа. Они работают при температуре минус 190 градусов и создают поле мощностью 20 Тесла. Для сравнения, магниты в томографах выдают максимум 3 Тесла. Охлаждение магнитов требует жидкого азота, который хранится в специальных криогенных баках внутри корпуса. Запаса хватает на 80 суток непрерывной работы. После этого лодка всплывает, получает новую партию азота с корабля снабжения и снова уходит на глубину. Но главное преимущество не в бесшумности. Магнитогидродинамический двигатель развивает тягу в 2 раза большую при тех же затратах энергии. Колумбия разгоняется до 35 узлов под водой. Это быстрее любой современной торпеды противника. Лодка может уйти от преследования, просто оторвавшись на скорости. Русские физики летят со скоростью 33 узла максимум. Американцы обогнали их на 2 узла, а в подводной войне это пропасть.
Первые ходовые испытания провели в феврале 2024 у берегов Аляски. Колумбия нырнула на глубину 400 метров и прошла 800 миль до Гавайских островов за 23 часа. Ни один корабль сопровождения не смог удержать контакт дольше первых 20 минут. Лодка растворилась в океане, как капля чернил в ведре воды. Корпус Колумбии покрыт материалом, который поглощает 98% звуковых волн. Специальная резиновая плитка толщиной 12 см с миллионами микроскопических пузырьков воздуха внутри. Когда сонар противника посылает импульс, волна входит в эти пузырьки и гасится, превращаясь в тепло. Обратно возвращается только 2% сигнала. Слишком слабый отклик, чтобы его можно было отличить от помех. Разработкой покрытия занималась лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Ученые изучали кожу дельфинов и китов, которые практически не отражают звук. Оказалось, что секрет в особой структуре – множестве крошечных полостей, заполненных жиром и воздухом. Инженеры воссоздали эту структуру искусственно, используя композитный материал на основе силикона и углеродного волокна. Каждая плитка весит 800 граммов и крепится к корпусу специальным клеем, который сохраняет свойства при температуре от минус 40 до плюс 80 градусов. На всю лодку уходит 63 тысячи плиток. Общий вес покрытия 50 тонн. Монтаж занял 4 месяца. Рабочие укладывали плитки вручную, проверяя каждый стык специальными датчиками. Но это только первый уровень защиты. Колумбия оснащена системой активного подавления шума. По всему корпусу установлены 300 акустических излучателей, которые генерируют звуковые волны в противофазе к собственному шуму лодки. Принцип как в наушниках с шумоподавлением: два звука гасят друг друга. Система анализирует вибрации корпуса 1000 раз в секунду и мгновенно создает компенсирующий сигнал. Технология называется адаптивное акустическое маскирование. Ее испытали в октябре 2023 в Норвежском море. Колумбия прошла в 30 милях от российской подводной лодки проекта «Ясень», которая вела активный поиск. Русские не засекли американцев. Даже когда Колумбия специально увеличила скорость до 25 узлов и прошла всего в 5 милях от противника. Гидроакустики на Ясене слышали только фоновый шум океана. Форма корпуса тоже играет роль. Никаких острых углов, выступающих антенн или рулевых плоскостей. Все утоплено в обводы. Рубка максимально приплюснута и интегрирована в корпус. Со стороны лодка напоминает каплю. Идеальная гидродинамическая форма, которая не создает завихрений и турбулентности. Даже перископы убрали. Вместо них установлены оптоэлектронные мачты, тонкие стержни диаметром 15 см с камерами высокого разрешения на конце. Они выдвигаются всего на 2 метра над поверхностью воды и практически незаметны для радаров. Изображение передается на экраны в центральном посту через оптоволокно. Качество картинки лучше, чем в обычный перископ, а демаскирующий эффект в 10 раз меньше. «16 пусковых шахт расположены за рубкой в 2 ряда по 8. Каждая шахта диаметром 2 метра 20 сантиметров и глубиной 14 метров. В них размещаются баллистические ракеты Trident 2D5, самое смертоносное оружие на планете. Одна ракета несет 8 ядерных боеголовок мощностью по 100 килотонн каждая. Для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн. Дальность полета Трайдента 12 тысяч километров. Колумбия может находиться у берегов Аляски и поражать цели в Москве, Пекине или Тегеране. Ракета летит по баллистической траектории, поднимаясь на высоту 1000 километров над землей, где практически нет атмосферы. Скорость на финальном участке 24 тысячи километров в час. Перехватить такую цель невозможно современными системами ПВО. Но американцы пошли дальше. На Колумбию устанавливают новую ракету Trident 3. Первые испытания провели в марте 2024 на полигоне Ванденберг в Калифорнии. Ракета пролетела 9000 километров за 18 минут и попала в цель размером 3 на 3 метра. Точность поражения плюс-минус 5 метров. Это означает, что боеголовка может влететь в конкретное окно конкретного здания. Trident 3 использует гиперзвуковые планирующие боеголовки. После отделения от ракеты они не падают по баллистической дуге, а планируют в верхних слоях атмосферы, маневрируя и меняя траекторию. Системы ПВО не могут предсказать точку падения. Боеголовка летит то выше, то ниже, делает виражи, обходит зоны перехвата. Скорость 27 махов. Это в 27 раз быстрее звука. Каждая ракета несет 12 таких боеголовок. 16 ракет на борту Колумбии – это 192 ядерные боеголовки. Одна подводная лодка может уничтожить 192 города. Это больше, чем весь ядерный арсенал Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Система управления огнем полностью автоматизирована. От получения приказа до пуска первой ракеты проходит 45 секунд. Все 16 ракет можно запустить за 2 минуты. Лодка даже не всплывает. Пуск идет с глубины 50 метров.
Ракета выстреливает из шахты под давлением сжатого воздуха, пробивает толщу воды, зажигает двигатель над поверхностью и уходит в небо. Но ядерные ракеты МАТТА не единственное оружие. В носовой части корпуса расположены 4 торпедных аппарата калибра 533 мм. Боекомплект 26 торпед Марк 48. Дальность хода торпеды 50 км. Скорость 60 узлов. Боеголовка массой 295 кг пробивает корпус любого корабля или подлодки. Марк 48 оснащена системой искусственного интеллекта. Торпеда сама выбирает оптимальную траекторию, обходит ловушки, отличает ложные цели от настоящих. Она может ждать на дне несколько часов, а потом атаковать проходящий корабль. Или патрулировать заданный район, уничтожая все, что войдет в зону поражения. 7 июня 2024 российский военный спутник Lotus-С зафиксировал необычную активность на верфи Electric Boat. Спутниковые снимки показали, что вторая подводная лодка класса «Колумбия» завершила ходовые испытания и готовится к передаче флоту. Снимки передали в Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, секретное подразделение, которое занимается анализом иностранных подлодок. Аналитики изучили данные 3 недели. Вывод оказался неутешительным, то есть Россия отстала от США в подводных технологиях минимум на 10 лет. Новейшие Борей-А, которые считались гордостью российского флота, проигрывают Колумбии по всем параметрам. Уровень шума выше в 15 раз, скорость меньше на 8 узлов. Дальность плавания без дозаправки в 2 раза короче. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов провел экстренное совещание в Северодвинске на заводе «Севмаш». Присутствовали главные конструкторы всех проектных бюро, представители Росатома и руководство концерна «Морское подводное оружие». Евменов поставил задачу – создать аналог Колумбии за 5 лет. Конструкторы ответили, что это невозможно. У России нет технологий для производства сверхпроводящих магнитов такой мощности. Нет материалов для акустического покрытия с такими характеристиками. Нет опыта создания магнитогидродинамических двигателей для больших кораблей. Все попытки построить подобную систему в 90-х годах провалились из-за чудовищного расхода энергии. Тогда приняли другое решение. Если нельзя создать бесшумную лодку, нужно научиться обнаруживать бесшумные лодки противника. В августе 2024-го Минобороны выделило 45 миллиардов рублей на разработку принципиально новой гидроакустической системы. Проект получил название «Сурдопозиционный комплекс нового поколения». Идея заключалась в использовании не звуковых волн, а магнитных аномалий. Любая подводная лодка создает искажение магнитного поля Земли просто своей массой металла. Даже если она не издает ни звука, магнитную аномалию можно засечь специальными датчиками. Технология называется магнитометрия. Институт физики Земли РАН создал экспериментальную установку – магнитометр чувствительностью 0,1 нанотеслы. Это в 1000 раз чувствительнее, чем у существующих систем. Такой прибор теоретически может обнаружить подлодку на расстоянии до 15 километров даже через толщу воды. Первые испытания провели в Баренцевом море в ноябре. Магнитометр установили на борту противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Корабль патрулировал район, где, по данным разведки, находилась американская подлодка типа «Вирджиния». Через 8 часов поиска магнитометр зафиксировал аномалию. Корабль вышел в точку обнаружения, сбросил гидроакустические буи. Подлодка действительно была там, на глубине 200 метров в 12 километрах от корабля. Но проблема в том, что магнитометры работают только на относительно небольших расстояниях. Чтобы контролировать весь океан, нужны 1000 датчиков. Россия начала строительство сети стационарных магнитометрических станций на дне Баренцева и Охотского морей. План – развернуть 300 станций к 2030 году. Каждая стоит 800 миллионов рублей. Строительство одной Колумбии обходится в 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Это больше, чем годовой оборонный бюджет Норвегии или Швеции. ВМС США планирует построить 12 таких лодок к 2042 году. Общая стоимость программы – 86 миллиардов долларов без учета инфляции. С учетом роста цен сумма вырастет до 120 миллиардов. Конгресс США 3 раза пытался урезать финансирование программы. В 2022 конгрессмен от Калифорнии Барбара Ли внесла законопроект о сокращении числа лодок с 12 до 8. Она заявила, что деньги лучше потратить на образование и медицину. Законопроект провалился, за него проголосовали только 62 конгрессмена из 435. Пентагон объяснил необходимость программы просто. Старые ракетоносцы класса «Огайо» выработали свой ресурс. Первую лодку этого типа спустили на воду в 1980-м. Сейчас этим субмаринам больше 40 лет. Их реакторы изношены, корпуса покрыты трещинами, системы управления устарели. К 2030-му все 14 «Огайо» должны отправиться на утилизацию. Без замены США потеряют 2/3 своего морского ядерного потенциала.
Останутся только наземные ракеты «Минитмен» в шахтах и бомбардировщики Би-2. Но шахты легко отслеживаются спутниками, а самолеты можно сбить системами ПВО. Подводные лодки — это единственный компонент ядерной триады, который практически невозможно уничтожить превентивным ударом. Каждая «Колумбия» требует экипаж из 155 человек. Подготовка одного подводника занимает 3 года. Сначала базовая подготовка на берегу — 6 месяцев. Потом специализация по профилю — еще год. После этого стажировка на действующей лодке — 18 месяцев. Только тогда моряк получает право служить на стратегическом ракетоносце. ВМС США создали специальный учебный центр в Чарльстоне, Южная Каролина. Там построили полноразмерный макет «Колумбии» на берегу, точную копию всех отсеков и систем. Курсанты проводят в макете по 8 часов ежедневно, отрабатывая действия в нештатных ситуациях. Пожар в реакторном отсеке, пробоина в корпусе, отказ системы регенерации воздуха. Потеря управления на глубине. Стоимость подготовки одного экипажа — $23 миллиона. Для 12 лодок нужно минимум 24 экипажа, по 2 на каждую субмарину, чтобы обеспечить ротацию. Общие затраты на персонал — $552 миллиона. И это только первоначальное обучение. Содержание одной «Колумбии» в море обходится в $90 миллионов в год. Топливо для реактора закладывается один раз, но нужны продукты для экипажа, запчасти, боеприпасы, техническое обслуживание. Каждые 7 лет лодка проходит капитальный ремонт стоимостью $400 миллионов. За 42 года службы 3 капремонта — это $1 200 миллионов на одну субмарину. Но самое дорогое — утилизация. Атомную подлодку нельзя просто порезать на металлолом. Реакторный отсек нужно вырезать, упаковать в специальный контейнер и захоронить на полигоне радиоактивных отходов. Стоимость утилизации одной «Огайо» — $700 миллионов. «Колумбия» крупнее и сложнее, значит дороже. Пентагон закладывает по миллиарду на лодку. 23 января 2025 года хакерская группа из Китая взломала сервера компании Northrop Grumman, одного из подрядчиков программы «Колумбия». Хакеры получили доступ к чертежам системы управления огнем и протоколам связи между лодкой и командными центрами на берегу. Объем украденных данных — 173 гигабайта технической документации. ФБР обнаружило взлом только через 11 дней. За это время хакеры скопировали файлы на серверы в Шанхае и исчезли, не оставив следов. Расследование показало, что они использовали уязвимость в системе удаленного доступа, которую не закрыли после планового обновления безопасности. Один незакрытый порт в сетевом экране стоил Америке самых секретных разработок. Китайские инженеры получили полную схему системы шифрования связи Колумбии. Теоретически это позволяет перехватывать и расшифровывать сообщения между лодкой и командованием. Но главное, они узнали частоты и протоколы, на которых работает связь. Это дает возможность глушить сигналы или подменять команды. Пентагон запустил экстренную программу по смене всех кодов и частот. Работа заняла 8 месяцев и обошлась в $420 миллионов. Пришлось переписывать программное обеспечение на всех уже построенных лодках и менять аппаратуру связи. 3 субмарины простояли в доках без выхода в море, пока инженеры устанавливали новое оборудование. Но это не единственная проблема. В августе инженер компании Electric Boat Джонатан Тибетс попытался продать чертежи магнитогидродинамического двигателя агенту, которого он принял за представителя российской разведки. На самом деле это был офицер ФБР под прикрытием. Тибетса арестовали прямо на встрече в отеле Бостона с флешкой в кармане. На флешке оказались не только чертежи двигателя, но и данные о составе акустического покрытия, спецификации сверхпроводящих магнитов и документы по системе активного шумоподавления. Тибетс работал на проекте 9 лет и имел доступ практически ко всем секретным материалам. Он требовал за $500 тысяч за информацию. Суд приговорил его к 23 годам тюрьмы. Служба безопасности ВМС провела проверку всех сотрудников, имеющих допуск к программе «Колумбия». Выяснилось, что еще 16 человек имели контакты с иностранными гражданами и не сообщили об этом. 3 уволили, 5 лишили допуска к секретным материалам, остальные получили предупреждение. Самая большая уязвимость — зависимость от спутниковой навигации. Колумбия использует систему GPS для определения своего положения под водой. Без спутников лодка должна полагаться на инерциальную навигацию, которая накапливает ошибку примерно километр за сутки плавания. Через неделю автономного плавания погрешность достигает 7 километров. Это критично для точного наведения баллистических ракет. Китай и Россия разрабатывают системы подавления GPS. В сентябре 2024-го российские военные провели учения в Арктике, где испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Система создала зону подавления GPS радиусом 500 километров. Все спутниковые приемники в этой зоне показывали неверные координаты с ошибкой до 50 километров.
Если противник заглушит GPS в момент, когда Колумбия получит приказ на пуск ракет, лодка не сможет точно определить свою позицию. Ракеты полетят не в те точки. Промах в 50 километров означает, что боеголовка упадет не на военную базу, а на жилой город. Или вообще в океан. 3 апреля 2025 года первая Колумбия официально встала на боевое дежурство. Лодка покинула базу Кингс-Бэй в Джорджии и ушла в Атлантику. Командование не сообщило район патрулирования. Это самая охраняемая тайна ВМС США. И известно только, что субмарина находится где-то между Гренландией и Азорскими островами, постоянно меняя позицию. На борту 16 баллистических ракет с сотней 92 ядерными боеголовками. Этого достаточно, чтобы стереть с лица Земли любую страну. Одна подводная лодка несет больше разрушительной силы, чем все армии Второй мировой войны вместе взятые. И она абсолютно невидима для противника. Китай отреагировал ускорением собственной программы строительства подлодок. К 2030-му планируют спустить на воду 12 новых атомных ракетоносцев проекта ТИП-096. Россия возобновила разработку проекта «Хаски» — многоцелевой субмарины пятого поколения. Франция увеличила бюджет на модернизацию своих ракетоносцев класса «Триумфа» на 30%. Началась новая гонка вооружений, но теперь под водой. Страны тратят десятки миллиардов на создание все более бесшумных, быстрых и смертоносных подводных лодок. Океаны превращаются в поле битвы невидимых гигантов, каждый из которых может начать ядерную войну. Адмирал Дэвид Келли, командующий подводными силами ВМС США, дал интервью журналу Naval Institute Proceedings в июне. Он сказал, что Колумбия изменила баланс сил сильнее, чем появление первых атомных подлодок в 50-х годах. Теперь у Америки есть оружие, которое невозможно обнаружить и невозможно уничтожить. Это абсолютное средство сдерживания, но эксперты по ядерной безопасности видят в этом угрозу. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол опубликовал статью, где доказывает, что сверхбесшумные подлодки делают мир опаснее. Если противник не может отследить субмарину, он не знает, где она находится и готова ли к удару. Не хотите оказаться в числе тех, кто не знает, где прячется новая подводная лодка? Загляните на наш сайт wideorage.com по ссылке в описании. Там есть еще больше интересных историй, которые сделают вас настоящим экспертом в мире подводных приключений. Это создает соблазн нанести превентивный удар первым, пока есть шанс. К 2032 году ВМС США будут иметь 8 Колумбий на боевом дежурстве. Каждая в разном районе Мирового океана, каждая с полным боекомплектом ракет. Каждая способна в течение 2 минут запустить 192 ядерные боеголовки по любым целям на планете. И никто не будет знать, где они находятся, пока не станет слишком поздно. Та самая подводная лодка, которая изменит все, это не просто оружие. Это новая реальность, где война может начаться из глубины океана без предупреждения, где невидимые корабли держат мир в заложниках, где технологическое превосходство означает власть над жизнью и смертью миллиардов. Колумбия доказала, что тот, кто контролирует глубины, контролирует будущее. И это будущее уже здесь, скрытое под толщей воды, бесшумное и смертоносное.